Всем привет, всем привет. Такая история. Внезапно решила ехать кое-куда. По-быстрому собралась. Несмотря на то, что уже обед. Я надеюсь, что у меня все получится. А если не получится, я просто удалю это видео. Погнали. Ну что, добро пожаловать в Абрау-Дюрсо. Пойдем гуляем. Да, они одновременно вращаются. Это было правда, прям шаг. Они не отдельно. Короче, вне сезон. Никого нет. Работают сувениры. Работают некоторые рестораны и кафешки. Но очень красиво, конечно, весной и осенью здесь намного лучше. Вот такие указатели. И вот такую набережную сделали здесь несколько лет назад. Была она разрушена. И вот сделали прикольно с лавками. Можно посидеть, почилить, посмотреть на уток. И озеро непосредственно. Пройдемся. А вот там по территории, получается, за озером идет ботаническая тропа. Если бы я поехала утром, я бы тоже на нее сходила, но я поехала днем, и времени у меня не так много. Озеро в горах, аха-аха. Ты прекрасное, игристое, страстное, Абрау-Дюрсо. Озеро в горах, ха-ха-ха. Ты чаруешь нас, и пойдем мы в пляс, Абрау-Дюрсо. Прошлась по территории, прогулялась, зеленые газоны, здесь совсем ветра нет. Погода классная, тепло, все гуляют, но людей не очень много, но это понятно. Но в следующие выходные, когда будет Масленица, здесь будет большая толпа, я думаю, людей.
Тут прям, знаете, возле завода, вот он за моей спиной, такой запах броженого вот этого сусла, я не знаю, как объяснить. Если вы бывали на экскурсиях винных, именно на заводах, то вот этот запах там есть. Что, надо идти добыть шампанского и посидеть на бережочке, понаслаждаться видами под игристое. Вот такие выходные. А это карта курорта. Смотрите, сколько всего здесь есть. И несколько отелей. Ну, кстати, отелей здесь в Абрау-Дюрсо мало достаточно, но они достаточно хорошие все. Есть столовая, даже караоке-бар, рестораны, смотрите, сколько их. И все вот на достаточно компактной территории. Из достопримечательностей есть русский винный дом Абрау-Дюрсо, площадь Александра II, стела, амфитеатр, храм, счастливая лестница и здание, памятник, водокачка. Вот так вот. А еще здание отделано вот такими вот палетами. Палеты, которые вставляются бутылки, когда выдерживаются, бутылки шампанского, когда выдерживаются. Это именно метод не бочковой, а классический. И вот там вон наверху даже есть бутылки, из которых выложена надпись Абрау-Дюрсо. Вот как это масштабно смотрится. Вот такой. Выходим на площадь Александра II. Вот эта бутылка должна быть фонтаном, но, видимо, потому что зима, фонтан не работает. Шампань-бар тоже не работает. Тут у нас есть русский винный дом. Очень красивое здание. Такое вот сооружение. Вот здесь, кстати, было классное место, но оно сейчас не работает. То ли потому что зима, а это веранда, то ли не знаю почему. То ли потому что не сезон. Здесь такое пространство для выступлений. Обычно там сцена, здесь сидят люди. И всем хорошо. А на площади Александра II часто ставят фудкорты во время всяких фестивалей. Арт-базар. Подарки ручной работы и все такое, если интересно. Так, тут, наверное, не пройти. Раньше был здесь спуск, но его закрыли деревом. Теперь спуска нет. Ну ладно, пройдем через арт-базар.
Ну что, я поела, если это можно так сказать. Я пью шампанское и пойду гулять дальше. Из работающих мест в ресторан в итоге решил не идти. Взяла перекусик. Атмосфера спокойная. Людей немного, тишина. Там вон где-то экскурсия, по-моему, идет. Либо зазывают на нее, непонятно. А я записываю таймлапс. Не знаю, какой он получится в условиях такой вот погоды. Но там вот над горами прикольные облачка выплывают. Может быть, это попадет в кадр. Или шампанское тоже имеет место быть. Надо обязательно приехать сюда, когда будет еще теплее, и пройтись по ботанической тропе, как минимум. Когда будет теплее и зеленее. Вот такой план. Ну, это где-то, может быть, через месяц-полтора уже можно будет осуществить. Очень кайфово, что рядом, в доступности есть вот такое прекрасное место. Красивый, да, ресторан? Спасибо, что провели со мной время в этой поездке. С вами была Саша, канал Мечтательницы у моря. Спасибо за лайки, донаты. Спасибо за подписки. Оставайтесь со мной.